Девчонки, у кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для Ютуба. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Также огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет, небольшое вступление. Сейчас YouTube очень плохо работает, поэтому я залила абсолютно все ролики в сообщество ВКонтакте. Его название вы видите сейчас на экране, латиницей «Любовь вяжет». Ссылку я оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Если оно у вас не будет открываться, просто вбейте в поисковике ВКонтакте «Любовь вяжет» латиницей, и оно выдаст вам это сообщество. Всем привет! Сегодня свяжем вот такую классную футболочку регланом. Не бойтесь, слово реглан вяжется очень-очень просто. Мы с вами уже вязали регланом вот этот классный свитер. Вот девчонки уже некоторые связали по нему, получились абсолютно шикарные работы. Я очень рада, что вам понравилось мое объяснение, и если у вас это все получилось, значит оно было достаточно понятным. Расчет будет максимально простым, вы это рассчитаете буквально за пару минут. Схема расчета реглана будет такая же, как и в том свитере, но вяжется эта футболочка намного проще, потому что здесь у нас столбики с одним накидом, а свитер мы вязали столбиками без накида, там есть свои нюансы, но если вы хотите связать футболочку именно чуть более плотной, да, чтобы и столбики были поменьше, ну вот, например, столбиком без накида, то вы просто переходите в тот мастер-класс и смотрите его полностью. И, отталкиваясь от него, свяжете классную футболочку столбиками без накида. Для своей футболки я решила попробовать вот такую пряжу. Это вязь детская хлопковая, в 50 граммах 130 метров, состав 78% хлопок, 22% акрил. Что я могу сказать, она безумно мягкая и очень приятная к телу. Прям вот в этой футболочке одно удовольствие ходить. Так, смотрите, точные номера цветов, точный расход и где я взяла эту пряжу, я напишу, как обычно, в описании под этим видео. Я вязала крючком номер 4, вы можете попробовать вязать крючком 3, 3,5, 4, 4,5. Это зависит от того, какое полотно, какой плотности вы хотите получить. То есть, к примеру, возьмем крючок поменьше и будем вязать поплотнее, потуже. Тем самым у нас получится размер вот этих столбиков поменьше, и полотно само будет более плотным. И наоборот, если вы возьмете крючок побольше, будете вязать послабее, то и полотно у нас получится такое более рыхлое. Итак, перед началом вязания нам нужно правильно распределить все петли на спинку, перед и два рукава. Смотрите, вот это обозначение, это у нас реглан, регланные линии, первая, вторая, третья, четвертая. Вот это наша пройма, где будет у нас пролазить голова. Чаще всего я предлагаю вязать наглядным путем, то есть мы не высчитываем, какое количество петель нам нужно связать, да, там путем каких-то вычислений, а вот вы связали какую-то детальку, раз, приложили на себя, и, отталкиваясь от этого, смотрите, нужно ли вам перевязывать, и, например, если вы хотите побольше деталь, перевяжите с учетом, вот, насколько вы хотели бы побольше получить эту детальку, либо наоборот, если поменьше, то на какое количество петель поменьше. В этой футболке я изначально хотела, чтобы у меня был достаточно большой вырез, то есть чтобы было не что-то под горлышком, а такой открытый. Так, смотрите, я на глаз примерно поняла, что мне нужно набрать воздушную цепочку, то есть вот она, смотрите, кончик. Вот я набирала воздушную цепочку из 145 воздушных петель. Так, смотрите, записываю 145 воздушных петель. Я вычитаю, и вы вычитаете из вот этого своего количества. Вот это будет у вас, у каждого индивидуально свое количество петель. Вычитаем 4 вот эти регланные линии, то есть цифру 4 вычитают все. Мы получаем 141. 141 петлю мы все делим на 3, и я, и вы все делят. То есть, смотрите, вот эти вот 4 петли, это у нас, вот смотрите, первая, вторая, третья, четвертая. Вот они, наши 4 петельки. Далее, смотрите, 47 мы раскидываем на перед и на спинку. И 47, оставшуюся третью из вот этих 3, нам нужно поделить на 2 рукава, потому что у нас 2 рукава. 47 делим... Так, смотрите, 47 делим на 2 рукава, это получается 23,5. Смотрите, что делать, если у вас есть цифры после запятой. Мы оставляем целое число, смотрите, на 23 мы пишем на рукав, на первый, на рукав второй. И смотрите, что у нас должно получиться. Сейчас складываем 47 плюс 47 плюс 23 плюс 23 плюс вот эти 4 петли. У меня это получилось всего 144 петли. А у нас было изначально 145
5 петель, то есть одна петелька куда-то нужно ее перекинуть. Смотрите, что мы делаем. Вы можете перекинуть либо на спинку эту петлю, либо наперед. В принципе, ее вообще не будет особо видно, но давайте перекинем ее на спинку. То есть плюс еще одна петля. Здесь мы набираем, ну давайте напишем плюс 1. 48 петель на спинке. Например, если у вас достаточно объемная грудь, можно, в принципе, ее перекинуть и на перед. То есть вот здесь будет 48, а на спинке 47. И сейчас, когда вы посчитаете еще раз 48 плюс 47 плюс 23, и вот эти 4 петли, у вас должно получиться вот это изначально ваша воздушная цепочка. То есть у вас все должно сойтись. Давайте, чтобы вам было понятнее, еще разберем на другом примере. Например, вот прям из головы беру, я набрала, к примеру, воздушную цепочку из 57 воздушных петель. Мы всегда вычитаем сразу же 4, это вот они наши 4 регланные петельки. 57 минус 4 получаем 53 петли. Делим все и я, и вы на 3, то есть на спинку, перед и 2 рукава. 53 делим на 3, получается 17, 6, 6. Далее что мы делаем? Мы 17 пишем на спинку, 17 пишем наперед, и оставшуюся 17 из 3 делим на 2 рукава. Это получается 8,5. В принципе, в этом случае можно округлить до 9, поэтому здесь пишем 9. И сейчас опять складываем 17, 17, 9, 9 и вот эти 4 петельки. Это у нас получилось 56 петель. И вот опять до вот этой изначальной цифры не хватает одна петелька. То есть, опять же, вы можете перекинуть не на рукава. У нас на рукавах должна быть обязательно всегда одинаковое число. Рукава мы обычно не трогаем. Мы сюда никогда не перекидываем петельки. Можно перекинуть либо на спинку, либо наперед. Ну, давайте вот перекинем опять на спинку. То есть здесь 17 плюс вот эта одна недостающая петелька, 18 петель. То есть еще раз мы складываем 18, 17, 9, 9 и вот эти 4. У нас получится 57 воздушных петель. Все. Таким образом мы правильно распределили все вот эти наши петельки. И таким образом у нас получится отличный реглан. А может получиться так, что у вас вообще красивые цифры получатся. Например, берем 58 изначально набранных воздушных петель минус 4 сюда вычитаем. Вот они, регланные петли 4. Получается 54. Делим на 3 части. У нас получается 18. То есть 18 на спинку, 18 наперед и 18 на 2 рукава. Получается по 9 петель. Все, видите, прям четко. Но, в принципе, нет смысла подгонять именно прям так, чтобы у вас получилось идеально ровные числа. Я вот на вот этих 2 примерах вам показала, как легко перекинуть по одной петельке. И еще один момент, который мне нужно вам уточнить, где у нас будет происходить смена нити. То есть у нас, как бы, грубо говоря, швов вообще не будет. У нас будет круговое вязание. Будем мы вязать по кругу, но поворотными рядами. И будет у нас смена нити, так как у нас футболка в полосочку. Я предлагаю сделать шовчик, ну, как бы будем его называть шовчиком, где у нас будет смена нити ровно посередине спинки. То есть на протяжении от самого верха до низа у нас будет там шовчик. Смотрите, у меня получилось 48, да, вот на спинку. 48 я делю на 2, это получается 24. Сейчас вы чуть-чуть попозже поймете, для чего я это делаю. Сейчас, возможно, слишком много цифр, но не пугайтесь, я говорю, что я раньше тоже боялась вот этих вот регланов, расчетов, но вот я связала вот этот свой первый свитер регланом, девчонки достаточно уже много, несколько свитеров связали, мне очень понравился результат, который у них получился. Очень красивые свитерочки, поэтому не бойтесь. Например, если в ваших расчетах получилось так, что на спинке нечетное число, ничего страшного, пусть, к примеру, вот здесь будет одно нечетное число, другое четное. В принципе, вот эту одну петлю, ее не будет видно, ничего страшного. Так, все, и сейчас чуть-чуть попозже мы вернемся к вот этим 24 петлям и к середине спинки. Итак, сейчас я набираю 145 воздушных петель. Делаем закрепительную петельку, как обычно, и набираем петли. Итак, вот она наша воздушная цепочка. Сейчас аккуратненько, вот так, чтобы она не перекрутилась, пальчиками поправляйте. И сейчас нам нужно замкнуть в круг. Продеваем крючок в самую первую воздушную петельку, а точнее вот за заднюю перемычку. Вот она, первая петля, и вот она, задняя ее перемычка. Продеваем крючок и делаем соединительный столбик. Готово. Сейчас мы будем вязать и весь последующий свитер как бы от середины спинки. Вот, смотрите. Вот это
наша середина спинки, вот этот хвостик, как вот у меня сейчас. Для чего я сделала серединку спинки? Чтобы сейчас от вот этой серединки мне провязать до первой регланной линии 24 петельки. Мы будем вязать столбиками с одним накидом, поэтому я делаю 2 воздушные петли. Это имитация столбика с одним накидом. Раз, два. Делаю накид, и вот находим следующую перемычку от следующей петельки. Продеваем крючок, вытаскиваем нить через 2 петли, через 2 петли. Так, это у нас уже 2 столбика, то есть первая имитация и второй столбик. Далее провязываем следующую перемычку. Столбик с накидом через 2 петли, через 2 петли. 3 столбика у нас получилось. Все. И таким образом я в моем случае провязываю так, чтобы у меня получилось от первого всего 24 столбика с накидом. Итак, провязала всего 24 столбика, и сейчас уже будем вывязывать первую регланную линию. То есть, смотрите, в следующую перемычку свободную провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля, которую мы обязательно отмечаем, вот эту вот прям петельку, и столбик с накидом в эту же перемычку. То есть у нас в перемычке в одной столбик с накидом, воздушная петля, сюда же столбик с накидом. Все, у нас вот это готова первая регланная линия. Далее у нас следует рукав, то есть мы вяжем как бы против часовой стрелки. Вяжем вот это наше количество петель, в моем случае это 23 столбика. Делаю накид в следующую перемычку, провязываю первый столбик, второй столбик в следующую перемычку. И так всего 23. Итак, от первой регланной линии далее я провязала рукав, то есть вот отсюда 23 петли. Далее следующая регланная линия. Делаем все то же самое. Делаем накид в следующую свободную перемычку, провязываем столбик с накидом, воздушная петля, которую мы обязательно отмечаем, и столбик с накидом в эту же петельку, в эту же перемычку. Далее у меня идет перед, на котором у меня 47 петелек, то есть 47 моих столбиков с накидом. Делаю накид в следующую свободную перемычку, провязываю столбик с накидом первый, следующая свободная перемычка второй, и так всего 47 столбиков. Далее опять у нас следующая регланная линия. То же самое делаем в следующую свободную перемычку, столбик с накидом, воздушная петля, которую мы отмечаем, и столбик с накидом в эту же перемычку. Далее у нас остался рукав. Я провязываю также 23 петли, как и здесь. В следующую свободную перемычку провязываю первый столбик, второй, и так всего 23. И осталась последняя регланная линия. В следующую свободную перемычку столбик с накидом, воздушная петля, ее отмечаем, и в эту же перемычку столбик с накидом. И у нас осталась половина спинки, которую вот мы разделили в самом начале. То есть я провязываю вот эти мои 24 столбика. Так, довязываю до конца. Так, у меня 22 столбик. И вот у меня осталось 2 перемычки. 23. То есть у вас все прям четко должно сходиться. И 24 перемычка. То есть всего 24 столбика. Все, и мы подошли прям ровно к середине спинки. Разложим вот таким образом все, что у нас получилось. То мы получим вот эти наши 4 регланные линии. Это ровно середина спинки. Вот эти наши рукава, вот это перед. Смотрите, сейчас, на данный момент, вам нужно, можно тут закрепить вот эту петельку. И примеряем это все на себя, смотрим. То есть вот здесь у нас будет ровно косточка наших плечиков, то есть прям середина плечиков. И смотрите, нравится ли вам размер выреза. То есть я это все примерила на себя, мне нравится. Я не хотела узкий вырез. А если вам кажется он слишком большим, просто поймите с учетом, сколько нужно, например, убрать столбиков. Да, вот, например, вот так вы взяли, померили, и вот здесь у вас получилось, вот вы защипнули 10 столбиков. Вы это все перевязываете с учетом, изначально вам нужно набрать воздушную цепочку на 10 петель поменьше. И точно так же рассчитываете по вот этой формуле, раскидываете петельки и вяжете заново. Все, и таким образом у вас получится прям идеальный вырез, который вы хотели бы. Или наоборот, у вас он получился очень маленький, да, слишком близкий к горлышку, а вы хотите прям побольше. Поймите примерно, на какое количество петель вам нужно его увеличить,
увеличить, и на такое количество петель изначально набирайте большее количество воздушных петель. Все, и сейчас уже будем делать смену нити. Во вторую петельку изначально набранных 2 продеваем крючок, и из него вытаскиваем новый цвет через одну петельку и через петлю на крючке. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2, разворачиваем, то есть вяжем по кругу поворотными рядами. В третью петельку от крючка, первая, вторая розовая и первая беленькая, это третья. Продеваем крючок, провязываем столбик с накидом. Вот эту первую петельку давайте отметим для удобства. Далее следующая петелька, в следующий столбик с накидом за обе стеночки, следующая. Все, и таким образом в каждую петлю провязываем столбик с накидом до первой регланной линии. Итак, подошли к первому маркеру. Смотрите, прям вплоть до него провязываем все вот эти столбики, прям вот вплоть до маркера. И в маркер, в петлю, отмеченную маркером, смотрите, можно провязывать, кстати, прям вот в петлю, да, вот прям за 2 стеночки, а можно прям вот в эту арочку. Посмотрите, как вам больше нравится, потому что, к примеру, если вот мы сейчас провяжем регланную линию прям под арку, здесь будут эти отверстия чуть-чуть больше, нежели если мы будем провязывать прям четко в петельке. Посмотрите и тот, и другой вариант, который вам понравится больше, это ни на что не влияет, только вот на размер вот этих отверстий по регланной линии. Так, смотрите, в петлю, отмеченную маркером, ну давайте я, наверное, буду провязывать прям в петлю. Провязываем первый столбик, опять воздушная петля, которую мы обязательно отмечаем, и в эту же петельку столбик с накидом. То есть у нас все регланные линии будут вязаться абсолютно идентично. В петлю, которую мы отмечаем, столбик с одним накидом, воздушная петля, и в эту же петельку столбик с накидом. Все очень просто. Далее следующая свободная петелька, провязываем столбик с накидом, следующая петля, столбик с накидом, и опять вяжем до следующего маркера. Подошли к следующему маркеру, вот прям в самую последнюю петельку перед маркером, также столбик с накидом, и в петлю, отмеченную маркером, провязываем столбик с накидом, воздушная петля, которую мы обязательно отмечаем, чтобы не терять, и в эту же петельку столбик с накидом. Далее по следующей стороне, со следующей свободной петельки, провязываем также столбики с накидом. Подошли к третьей регланной линии, так вот прям вплоть до маркера провязываем столбики с накидом. Ну, вы уже поняли, в петлю, отмеченную маркером, провязываем столбик с накидом, воздушную петлю всегда отмечаем, и столбик с накидом в эту же петельку. Далее вяжем с вот этой самой первой свободной петельки по прямой, потом опять регланная линия, и давайте встретимся в самом конце. Подошли к самому концу, вот у нас осталась одна видимая петелька, провязываем последний столбик, все, и делаем смену нити. В петлю, отмеченную маркером, продеваем крючок, и смотрите, нам нужно делать протяжку цвета, вот если вы делаете так же, как я, то есть не обрезайте каждый раз нить, смотрите, нам нужно одну из сторон выбрать за изнанку, где у нас будет вот эта протяжка, и вот как-нибудь вот так аккуратненько через эту петельку вытаскиваем нить, и вот так через 2 петли. Чтобы все было красиво, подтяните. Делаем 2 воздушные петли новым цветом, разворачиваем. Все, и опять с третьей петельки от крючка вот этот цвет подтяните, чтобы вот эта петля в самом уголочке не была большой. А с третьей петли от крючка, то есть первая розовая, первая, вторая, третья. Опять делаем столбик с накидом. Отмечайте вот эту первую петлю, чтобы ее каждый раз не искать. Все, и в принципе все последующие ряды, как я уже сказала, будут максимально простые. Делаем абсолютно все то же самое, идентичные действия. То есть сейчас провязываем по прямой до реглана. В эту петлю, отмеченную маркером, провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом по прямой. Итак, все 3 оставшиеся линии. Здесь провязываем до самого конца. И давайте здесь еще раз встретимся в самом конце. Опять подошли к самому концу. Вот у нас осталась одна петелька. Провязываем. И смотрите, мне что-то не очень нравится вариант с протяжками, поэтому я в каждом ряду буду обрезать нить, причем с запасом. Если у нас будут здесь образовываться большие дырочки, которые будут выбиваться из общего полотна, мы ими потом с изнаночной стороны так аккуратненько 2 стежками будем закрывать эти отверстия, и будет все очень красиво. Поэтому, если у вас, в принципе, получится с протяжками красиво, пожалуйста, делайте с протяжками. Так, сейчас продеваем крючок в
петлю, отмеченную маркером, и продеваем новый цвет. То есть сейчас я белый обрезаю с запасом, завязываю на узелок, чтобы вот эти петельки не растягивались. Все, делаем опять 2 воздушные петли, разворачиваем и делаем все то же самое. Столбик с накидом в 3-ю петлю от крючка, 1-я, 2-я, 1-я беленькая, 3-я. 1-ю всегда петлю отмечаем. Все, и таким образом вяжем нужное количество рядов, постоянно примеряя это все на себя, и останавливаемся на том моменте, где вы, с какого момента вы хотели бы уже начать вывязывать рукава. Итак, вот что у меня получилось. Сейчас складываем пополам. Все это примеряем периодически, постоянно смотрим, нравится ли нам, какой у нас вырез получается, ширина, глубина выреза. Я хочу, чтобы на моей футболке был достаточно узкий рукав, то есть чтобы он хорошо облегал руку. Поэтому я связала всего лишь 8 рядов. Так, по высоте это получилось 9 сантиметров. Для ориентира от одной регланной линии до другой у меня получилось 30 сантиметров. Обязательно примеряем это все на себя. И смотрите, что я вам хочу наглядно показать. Вот эти регланные линии у вас должны ровно идти прямо в середину подмышки, что с одной, что с другой стороны. И смотрите, на каком месте закончила конкретно я. То есть я закончила примерно на 2 ряда больше, чем у меня начало подмышки, грубо говоря. Ну, я думаю, по видео вам все видно. То есть почему так близко к подмышке? Как я уже сказала, я хочу сделать рукав достаточно облекающего кроя, чтобы он у меня был не свободный. Именно для этого нам нужно связать вот эту вот часть не такой широкой, не такую длинную, то есть вяжем небольшое количество рядов. Если же вы наоборот хотите свободненькую кофточку, вам нужно провязать побольше какое-то количество рядов вот на вот этой нашей детальке. Далее, смотрите, можно сделать росток. Это не обязательно именно в такой модели кофточки, либо футболочки, но я вам покажу, как это сделается. Если захотите, будете делать. К примеру, если у вас вырез чуть-чуть поменьше, то в принципе он вам понадобится. Будет очень хорошо смотреться, и кофточка либо футболка будет прям идеально сидеть по спинке. Не будет топорщиться сзади и так далее. Смотрите, что такое росток. Это такая часть, которую мы вывязываем только лишь по спинке сзади, какое-то количество рядов. То есть вот мы сейчас подсоединимся здесь от одного угла, вяжем до другого, и вот так также поворотными рядами. То есть получится здесь вот такой выступ. И таким образом, когда мы будем уже вязать, вывязывать рукава, мы и соединим вот этот уголочек с уголочком, который мы провяжем. Ну, вот, к примеру, здесь, да, он закончится. И таким образом, видите, у нас получится вот так, вот таким образом. Это и есть росток. То есть, когда задняя часть чуть выше, чем передняя. Какое количество рядов вот здесь на росток нужно провязать тоже. Сложно сказать, это все индивидуально, но в среднем нужно провязывать примерно 3-4 сантиметра, не больше, а даже, возможно, и меньше. Как понять, к какому из вот этих маркеров нам нужно подсоединиться, то есть, чтобы вязать следующий ряд в нужном направлении. Смотрите, смотрим, в каком месте мы закончили вязать вот этот ряд. Так, смотрите, вот закончили, делаем соединительную петельку и ниточку, в принципе, вытаскиваем. То есть, смотрите, сейчас мы вязали в эту сторону по кругу, сейчас бы мы сделали петлю подъема и вязали бы в обратном направлении, то есть вот так. Соответственно, мы подсоединяемся вот к этому маркеру. Сейчас подсоединяем крючок в петлю, отмеченную маркером, то есть самая середина регланной линии. Вытаскиваем нить, делаем закрепительную петельку. Делаем 2 воздушные петли, имитация столбика с накидом. 1, 2. И провязываем вот следующая свободная петелька, столбик с накидом. Можно отметить вот эту первую петельку, потом она нам поможет, когда будем делать подрезы, чтобы не искать. Все дальше просто по прямой в каждую петлю столбики с накидом до следующего маркера. Подошла к маркеру, провязываем последний столбик в петлю, отмеченную маркером. И сейчас будет смена нити только через 2 петли. Через 2 петли на крючке другой цвет подсоединяем. Так, завязываем на узелок. Делаем 2 петли подъема. 1, 2, разворачиваем. С 3-й петельки от крючка. 1, 2, беленькая, 1, 3. Так, петельку можно отметить, чтобы не потерять первую. Все, и просто в каждую петлю провязываем столбик с накидом до маркера. Провязываю последний столбик в петлю, отмеченную маркером. Я делаю полноценный столбик
Если вам нужно провязать еще сколько-то рядов, вы также через 2 петли на крючке делаете смену и вяжете дальше. Я же больше делать не буду росток. Так, закрепительная петелька, нить обрезаем, вытаскиваем хвостик. Итак, смотрим, что у нас получилось. Вот такая ступенька в количестве 2 рядов. Смотрите, если бы у меня была футболка однотонная, то есть не в полосочку, я бы, возможно, обошлась и всего лишь одним рядом ростка. В принципе, мне больше не нужно. Но так как у нас полосатая футболочка, мне нужно, чтобы здесь на ростке последний ряд был таким цветом, как и последний ряд на рукаве и на переде. То есть, когда вот сейчас мы будем провязывать подрезы и дальше вывязывать наше тело футболочки, чтобы вот при соединении был одинаковый цвет. Так что следите за этим. И вот наглядно показываю, что такое росток. То есть, когда мы еще не провязали вот эти ряды дополнительные, у нас верхний край и нижний совпадали, когда вот мы прикладывали друг к другу вот эти стороны. Но сейчас, когда мы будем вывязывать подрезы и когда мы провязали уже росток, смотрите, мы будем соединять, выравнивать по нижнему краю вот эти наши края переда и спинки. И таким образом, видите, вот здесь получается спинка чуть выше, чем передняя часть. Итак, сейчас будем вязать подрезы. Это та воздушная цепочка, которая соединяет спинку и перед по вот этим регланным линиям. Ну, здесь уже получается по ростку. Смотрите, какое количество воздушных петель нужно набрать на вот эту воздушную цепочку, на подрез, вам никто точно не скажет. Это все абсолютно индивидуально. То есть, смотрите, чем больше воздушную цепочку вы наберете здесь, тем шире будет рукав. Ну, это логично, да? Чем поменьше здесь вы провяжете, видите, рукавчик будет узенький. Но это все подбирается абсолютно опытным путем. Я предлагаю провязать так на глаз примерно. Наберите какое-то количество петель, провяжите буквально 2-3, максимум 4 ряда, примеряйте на себя и смотрите, комфортно ли вам вот здесь в районе подмышки, не режет ли она у вас, не слишком ли низкая, нравится ли вам объем рукава и так далее. В принципе, рукав вяжется очень быстро, ничего страшного, вот вы, если потратите время, провяжете несколько рядочков и посмотрите. Так, сейчас нам нужно понять, в каком направлении нужно вязать здесь рукав. Посмотрите, сориентируйтесь, в каком направлении у вас связан вот этот последний ряд на рукаве. И вяжем в обратную как бы сторону. Проще всего как-то понимать, смотрите, вот эта косичка по краю, видите, она больше сейчас смотрит на нас. То есть это лицевая сторона. Это означает, что мы вязали в ту сторону. Видите, если вот так мы повернем, здесь нет этой косички, ее как бы не видно. Это значит изнаночная. То есть сейчас мы как бы должны вязать вот таким образом. Ну, по крайней мере, я, в моем случае. Я продеваю крючок в самую угловую петельку ростка. Вот он мой росток, который только что провязали. Продеваю новый цвет нити, закрепительная петелька. И примерно, очень примерно я поняла, что мне нужно набрать 12 воздушных петель. Конечно, я сейчас также вместе с вами провяжу пару рядов и буду примерять. Смотрите, нравится ли мне это или нет. Провязываю 12 воздушных петель. Подсоединяюсь вот к этому месту в петлю, отмеченную маркером. Вот так как бы с лицевой стороны, то есть не вот так подсоедините, а вот таким образом, как бы сверху. Вот прям в самую серединку регланной линии. Вот, подсоединились. И смотрите, как мне хотелось бы сделать. То есть, так как мы подсоединились вот здесь, мы сейчас провяжем один ряд столбиков с накидом белым цветом. То есть мы также провяжем по вот этой воздушной цепочке. Закончим здесь. Подсоединим новую нить, потом в обратном направлении. И то есть вот в этом месте у нас будет, грубо говоря, шовчик, да, смены нити. Это у меня лицевая сторона. Я все-таки не хочу, чтобы у меня виднелся вот здесь шов. Поэтому я сейчас ниточку эту обрезаю. Нить, так, можно закрепительная петелька. Вот так закрепляю. И подсоединяюсь в самую серединку вот этой воздушной цепочки. То есть как бы вот этот шовчик, где у нас будет смена нити, будет ровно посередине, внутри рукава. И этого будет не видно, и будет все красиво. Так, сейчас находим ровно середину. Это, конечно, слишком много вот этих кончиков обрезать и так далее, но это будет красивее в любом случае, чем если бы вот у нас здесь на лицевой стороне была бы смена нити. Продеваю крючок ровно в середину этой воздушной цепочки. То есть, смотрите, вот эти наши косички, но я продеваю крючок за заднюю перемычку. Вытаскиваю нить, закрепительная петелька. Делаю имитацию столбика с накидом. 2 воздушные петли. 1, 2. Столбик с накидом в следующую перемычку. То есть по воздушной цепочке вяжем, как обычно, за задние перемычки. Можно, в принципе, отметить первую петельку. Далее опять в следующий столбик в перемычку. И так провязываем всю эту воздушную цепочку.
Дошли к концу цепочки. Здесь можно провязать вот прям в визуальную последнюю петельку беленькую. Все, и переходим уже на розовый цвет. Вот у нас самая первая петелька розовая. Можно вот прям в нее. Все, и сейчас провязываем просто в каждую петлю столбик с накидом по нашему рукаву. Здесь можем встретиться, когда вот дойдем до ростка. Вот, подошли к ростку, провязываем прям самую последнюю петельку перед ним. И вот в эти столбики с одним накидом, который у нас по самым краям, нам нужно провязать по 2 столбика с накидом наших сейчас, которые мы обвязываем. Так, смотрите, можно провязать вот сюда, в стык, в начало как бы столбика с накидом. То есть смотрите, в принципе, визуально, чтобы это было красиво. Вот, то есть, вот видите, у вас идут, да, вот так столбики вот с таким маленьким промежутком. И также они должны продолжаться у вас здесь, чтобы это было визуально красиво. Смотрите, можно продевать здесь столбик именно прям не вот так под него, потому что здесь большое отверстие будет, а именно продевайте за какую-нибудь петельку. Или лучше, конечно, за 2. Так, смотрите, первый провязала, и вот сюда же в этот же столбик второй. Смотрите, вот если вам не нравится вот слишком большое вот это получившееся отверстие, можно провязать на одну петельку правее. Далее опять вот в стык, как бы, потом в столбик, еще раз в столбик. И все, в принципе, у нас здесь начинается вот эта наша воздушная цепочка. Здесь подтяните за хвостик, чтобы не было сильно растянутой петли. И тоже провязывайте, чтобы это было визуально красиво. Вот прям в самый уголок можно провязать. Все, и сейчас уже провязываем за задние перемычки вот это наши воздушные цепочки. Если вам мешает вот этот хвостик, лучше, конечно, его было закрепить. Так, первый столбик, следующая перемычка, следующий столбик. Все, и так довязываем до начала. Подошли к самому началу. Точно так же меняем цвет нити. Сейчас будет все очень просто. Будем вывязывать просто длину рукава. Соединительным столбиком делаем смену нити. Завязываем на узелочке. Делаем 2 петли подъема. Разворачиваем, вяжем в обратную сторону. Делаем накид с 3 петельки от крючка. Провязываем с 1 столбик. Отмечаем 1 петлю. Далее следующий столбик, и все. Делаем все то же самое, когда вот мы вывязывали вот эту деталь по кругу. То есть сейчас доходим до конца, смена нити, вяжем в обратном направлении. Все, и таким образом набираем нужную длину рукава. Но мой совет сейчас, вот провяжите буквально еще один рядок, ну может 1-2 рядочка, и примеряйте на себя. Смотрите, чтобы у вас вот это место не врезалось в подмышку. Смотрите, нравится ли вам ширина рукава. То есть объем зависит от того, какой вы хотели рукав, чтобы он был облегающий, либо свободный. Все, и в зависимости от того, что, например, слишком он у вас облегающий получился, вы этого не хотели. Вы распускаете вот эту, то, что связали на рукав, и провяжите побольшее количество воздушных петель на вот эту вот перемычку, на подрез. То есть таким образом мы увеличим ширину нашего рукава. Или наоборот, у вас получился он слишком широкий, вам это не нравится, распускаете и провязываете меньшее количество петель на воздушную цепочку. Опять же, сколько, это вы должны понять примерно вот путем примерки. Итак, я провязала 3 рядочка на рукав, померила на себя и смотрю, что слишком широковат рукав, мне это не очень нравится, не так, как я хотела. Распустила вплоть до вот этой воздушной цепочки. И помните, я набирала 12 воздушных петель, я вместо этого набрала 8. И таким образом рукавчик стал уже. И прям получилось то, что мне хотелось. Поэтому я вам говорю, делайте то же самое. Чуть-чуть провязали, примеряйте, смотрите, нравится или нет, и продолжаете вязать. Так, с противоположным рукавом делаем все абсолютно то же самое. Смотрим, в какую сторону нам сейчас нужно вязать. То есть, смотрите, вот это у нас наш последний ряд как бы лицевой, потому что вот эти косички прям смотрят на нас. Видите, вот это изнаночный. Поэтому нам сейчас нужно вязать как бы вот в эту сторону. Поэтому я подсоединяюсь вот сюда, в самую среднюю петельку регланной линии. Подсоединяю, закрепительная петелька, набираю в своем случае 8 воздушных петель. Подсоединяюсь к ростку, вот так как бы вот сюда сверху, за 2 петельки самой угловой петли. Можно столбик без накида. Закрепительная петелька, вытаскиваем. Все, подсоединяемся в самой серединке и вяжем такое же количество рядов, как и на этом рукаве. Я пока что остановилась. В принципе, я могу довязать абсолютно в любой момент длину рукава.
И сейчас уже начнем вывязывать тело футболочки. Так, смотрите, также вам нужно понять, в какую сторону мы сейчас будем вязать. Мы возвращаемся на спинку, то есть чтобы у нас здесь точно так же ровно посередине спинки была смена нити, чтобы это было красиво. Так, ну, можно так прям визуально опуститься. Продеваем крючок в петлю за обе стеночки, подсоединяем нить, закрепительная петелька. 2 воздушные петли, имитация столбика, накид, и вот в следующую свободную петельку столбик с накидом. Первую петлю отмечаем. Все, и таким образом здесь провязываем по нижнему краю, как обычно. И давайте вот встретимся в этом месте, где у нас в уголочек начало рукава. Здесь подходим, провязываем прям до самой последней видимой петли. Все, и смотрите, в этот уголочек прям можно провязать вот сюда, либо в эту петлю, либо вот в эту. Посмотрите, опять же, чтобы со стороны это смотрелось красиво. Вот, и переходим к провязыванию по воздушной цепочке. То есть сначала рукав мы вязали за перемычки задние, а сейчас, видите, у нас осталась вот эта косичка. Продеваем крючок за обе стеночки косички. Накид, и вот в следующую петельку. Ну, тут поначалу не очень удобно будет, потому что мы здесь закрепляли нить. Так, и вот сразу же следующая свободная косичка, вот она целая, прям за обе стеночки. Накид, следующая косичка. Все, и таким образом провязываем. В принципе, здесь все понятно. Здесь точно так же провяжите либо вот в одну из вот этих петель, либо и в одну, и во вторую. Возможно, также будет у вас хорошо все смотреться. Здесь все очень просто. По прямой вяжем, вяжем. Здесь аналогично рукав. И заканчиваем в самом начале. В петлю, отмеченную маркером, продеваем крючок, вытаскиваем новый цвет нити. Как обычно, делаем 2 петли подъема, разворачиваем. Опять с 3 петельки от крючка, столбик с накидом, петлю отмечаем. Все, и сейчас начинается самое простое. Просто вяжем по кругу поворотными рядами нужное количество рядов. То есть сейчас вывязываем длину футболки. Итак, вот что у меня получилось. Что касается рукавов, я решила добавить несколько рядов, то есть всего на рукавах у меня по 6 рядов. Я решила сделать их вот так с подворотиком. Кстати, очень классно будет, если продолжить вязать их до полноценной длины. Такая прям минималистичная кофточка получится. Далее, от этого места, где мы начали вывязывать рукав и тело кофточки, я провязала 26 рядов. Всего от самого верха до низа у меня получилось 40 сантиметров. И что касается кончиков, которые мы сейчас будем прятать, смотрите, они у нас половина на лицевой стороне, половина на изнанке. Сейчас вы выбираете любую из сторон за лицевую сторону. И на изнанку всю будем выводить все наши хвостики. Аккуратненько, вот таким образом берем пару хвостиков и выводим на изнанку. Хорошо так подтягиваем, чтобы здесь на лицевой стороне все было красиво. Чтобы не было видно вот этих вот узелочков, подтяните слегка. И на изнаночной стороне мы берем и подальше от вот этого отверстия уводим ниточки. Вот можно как-нибудь розовый цвет в розовый спрятать, белый в белый. Все, здесь завязываем на несколько узелочков потуже и обрезаем. То же самое делаем и на рукавах. А смотрите, здесь, когда вот мы закончили вязать длину нашей кофточки, так, смотрите, вот я провязала самый последний столбик. Продеваю крючок, просто соединительный столбик делаю, хвостик вытаскиваю, далее разворачиваю, правее продеваю крючок под петельку, вытаскиваю нить, чуть-чуть левее, продеваю под перемычку, влазю в середину косички и туда вытаскиваю хвостик. И этот же хвостик тоже вытаскиваю на изнанку и там его закрепляю. И что касается обработки нижнего края, рукавов, проймы, я вообще ничего делать не буду. У нас, в принципе, и так абсолютно ровные края. Я хочу оставить футболку в таком супер минималистичном варианте. Если же вы хотите, вы можете попробовать связать в любом из вот этих 3 мест. В принципе, даже в каком-то одном можно по низу, либо только ворот, либо вообще во всех местах резиночку. Переходите вот в этот мастер-класс, выбираете понравившийся вид резинки. Я связала, посмотреть, как это смотрится, небольшой
большой отрезок, очень здорово, совсем другой вид у футболочки будет, так что если захотите, попробуйте. Также я попробовала вариант обвязки всех краев с веерочками, как я вам показывала вот в этом мастер-классе, там мы обвязывали этими веерочками плед, тоже очень мило будет смотреться, так что выбирайте любой вариант. Ну а наша футболочка полностью готова. Всем спасибо за просмотр, всем пока!